pad and the front I/O. It can be a wall mount or DRAM mount. Он компактный, с идеологической точки зрения это безвентиляторный промышленный компьютер. Он может быть установлен и на стенку, и на винрейс. And we have some nice features like long battery lifetime and one key recovery. Now we have one push button here that can back up your system image. And once any problem on your image, on your system, you can recover it back again by the push button. Мы ставим туда батарейки с большим сроком службы, чтобы вам надо было реже туда ходить. В случае каких-либо проблем с программным обеспечением можно поставить карточку, на которой хранить запасной образ системы и восстановить систему из образа просто нажатием одной кнопки. Вам не надо идти с программатором как-то еще чем-то. But however, it's not just only a bus PC, it can be more powerful. That we have a modularized design with the Celeron i3, i7 CPU, but we can add more networking interface like the field bus, even the I/O and the power supply has become a control platform. Но не надо думать об этой штуке просто как о пром-ПК вот в таком задорном корпусе. Он модульный, он расширяемый, к нему можно добавить либо различные варианты сетевых коммуникаций, либо входа-выхода. So you can Lego your system. The regular bus PC is hard to expand many features like this, but for this one, it's flexible to do that. It's such a modular design. So we say you can Lego your platform. Это вот такой вот наш лего-конструктор, который позволяет собрать конфигурацию именно для вашей конкретной задачи. Обычно пром-ПК уже достаточно тяжело расширяются, а это устройство представляет собой нечто среднее между модульными контроллерами, где модулей-то много, софт обычно закрыт, и пром-ПК, где платформа открыта, но модулей нет. Соответственно, он может использоваться в обоих сценариях. And besides, for the I/O, we can support distributed topology. Now the CPU and the I/O can be separated and connected by the standard Ethernet cable. Поскольку бэкплейн таких системах в принципе является обычным интернетом, можно, например, реализовать топологию типа звезда на бэкплейне, если в этом есть необходимость, при помощи обычных Ethernet кабелей. And also support the choruses that we have the runtime and we have those field bus built-in, CAN bus, CAN open, Ethernet IP, EtherCAT, and ProviNet. And also built-in the HMI function, the local HMI function or remote HMI function on the choruses 3.5 version. Это устройство одно из первых двух, на котором у нас появился KDSys 3.5. KDSys с одной стороны поддерживает устанавливаемые в данное устройство сетевые платы различных промышленных шин, типа CAN-Open, типа Ethernet IP, ProviNet. С другой стороны, он программным образом позволяет реализовать функции визуализации, либо местные через VGA-монитор Target Vis, либо удаленный через WebVis. So for you can just treat as a platform, control platform, a bus PC, or a bus PC with more I/Os. Or you can treat as a controller, because we can provide you the solution with the built-in choruses. Depends on your application requirements. Таким образом, это устройство представляет собой для вас просто платформу для решения очень широкого круга задач. С одной стороны, это может быть задача, основанная на обычном ПК-софте, соответственно, тогда он выступает просто как пром-ПК вот такого форм-фактора, либо он может выполнять функции контроллера, будучи расширенным через модули ввода-вывода. The next one is our protocol gateway. In this solution, as I mentioned, we have a RISC processor inside.
we can install two wireless connectivity. For example, Wi-Fi and 3G on it. We have an onboard I/O and also 4 expansion slots to extend more I/O lines on this IoT protocol gateway. Вот этот вот шлюз, о котором мы с вами уже говорили, основан на RISC-процессоре. В него можно установить две коммуникационные платы. Также у него есть напорный ввод-вывод и модули, к нему можно добавить модули расширения. But it's not just a platform. We also provide the software inside. So we have the computing here, but we also provide the C and the sub-logic for programming, and also the protocols, including Modbus, DMA3, 104, and even the OpenVPN on this IoT protocol gateway. Это уже не просто платформа, это платформа плюс целый набор программного обеспечения, такого как SDK для разработки собственных программ, движок также программирования промышленного управления, также он поддерживает целый ряд протоколов и, например, даже формирование VPN для связи с верхним уровнем. So, for this protocol gateway, it can provide you several features, including connectivity, including protocols, including the data treatment. We have a database on it that you can do the calculation on it. So that means once you collect data from the I/O from the device, the raw data, you can do the processing and make it as an information before you send it into the server. Данное устройство позволяет реализовывать функции коммуникации, функции преобразования протоколов и обработки данных перед дальнейшей отправкой на более высокий уровень. Then, as you see, we have a protocol here. So that means actually it can be the Modbus I/O in the downstream, but you can transmit the data to the server in a 104 protocol. So it was like the protocol gateway features well for you. К примеру, данное устройство может реализовать функции шлюзования из Modbus в 104 протокол, о котором я говорил в процессе доклада по энергетике, просто за счет программирования. And later, Alexander will do the live demo on this, so we'll give you more detailed introduction. And the next is our Aveon I/O. We have a very complete solution for a long time. It's a very robust solution in many distributed I/O applications. And this is our I/O product lines from the wireless 245 to Ethernet interface. Модули наши отдам, вы сами все прекрасно знаете, у нас достаточно большая номенклатура и беспроводные модули, и на последних протоколах, и на Ethernet. And for those I/O modules, we have some nice features. For example, is a data chain to set your wording on the Ethernet I/O. Эти модули имеют несколько интересных особенностей, например, поддержка технологии Daisy Chain, когда модули соединяются последовательно друг за другом. Это позволяет вам экономить на проводке. And also for the I/O, it can be not just the dummy I/O. We can have the simple logic in the I/O. And between the I/O, you can have an interlock feature that you can use this I/O input to trigger the output of another I/O through the Ethernet. Не надо думать о них как просто о тупых модулях ввода-вывода. Они позволяют задавать определенную логику по взаимосвязи между входами и выходами, причем включая выход может находиться не в этом же модуле. Соответственно, там вы можете посмотреть его возможности программы. So, like some simple application that I have an input to monitor the temperature. Once the temperature is over, I can tweak the DO layer over Ethernet to trigger the booster
That's a very simple application. But in this application, AI module here, DO module there, you don't need any computer or controller. So it becomes very cost-effective solution for you to do this kind of simple control applications. К примеру, у нас есть датчик температуры на одном модуле ввода и аварийная сигнализация на другом модуле вывода. Можно реализовать контроль температуры и включение тревоги без каких-либо контроллеров, без программирования. Соответственно, это получается достаточно дешевое решение. We have one application, it's an automotive factory. Now they have big warehouse. They have several lanes. The application very simple. Once this lane has a car, a truck inside, then there's a dashboard to turn on the light. Say, okay, this lane is occupied by this truck. So they need one module here, one module there, then done. К примеру, есть склад с автомобильных комплектующих, состоит из нескольких рядов, и необходимо на торце ряда было поставить индикацию о том, что данный ряд занят погрузчиком, чтобы туда никто не пытался больше ехать. Соответственно, датчик занятости ряда стоит с одной стороны, ряда сигнализации стоит с другой. И подобная задача решалась вот таким вот образом, без использования контроллера. So we provide a tool like this. Now you can finish the application I mentioned in a graphics interface. No programming, just configuration on this graphics utility. Then the application is implemented. Программирование выполняется вот такой вот простенькой графической утилиткой, соответственно, это не какой-то язык, не надо о нем думать именно как о языке программирования, это просто некая схемка с параметрами, которые указываются кликами на ней. Okay, the next is our wireless I/O. It's called YS4000 series. And you can see it's very straightforward. You have I/O here, and you have an antenna. And you can change it. For example, it's in a control cabinet. Then you can put an antenna out of the control cabinet. And we have a web server inside. So you can use your mobile phone to look at the data of the module on your mobile phone in real-time manner. Еще одна серия, которая является в чем-то продолжением серии Адам, это модули YS4000, они беспроводные. При необходимости их можно поставить, например, внутрь шкафа. Если шкаф экранированный, то антенну можно вынести наружу. Это не летое устройство. В нем есть веб-сервер, то есть к нему не надо ходить физически ногами для того, чтобы там в нем что-то поменять в параметрах. And besides, we have an AP mode. That means we have a configuration tool inside. Now you can use a mobile phone to connect to the voice directly and do the configuration on your mobile phone. При этом Wi-Fi модуль может выступать, например, как точка доступа, с тем, чтобы вы просто могли с мобильного телефона на него зайти, поменять какую-то параметризацию, ну, вообще без ничего, то есть ни программатора, ничего особенного, просто пришел, включил и поправил. And this is a Wi-Fi module. Sometimes you lost your connectivity. You want to make sure your data is safe. So we have a data log function locally with a timestamp. So once the connectivity is lost, your data can be safely kept in a module in 10,000 samples. Естественно, есть такие задачи, где вам важно не потерять данные, которые вы снимаете данным модулем. Внутри модуля есть архив на 10 000 записей с поддержкой отметок времени. Таким образом, в случае даже потери связи, можно потом забрать архив, что же там происходило на входах во время отсутствия связи. Finally, we provide an interesting feature in the module is that we can build in the cloud service library inside that you can upload the data into the cloud services like Dropbox automatically. That means once you get the data here, then you can automatically push the data into the cloud. Then you can use your mobile phone to access the cloud anytime, anywhere.
Еще в качестве примера ряд модулей у нас умеет самостоятельно загружать данные в указанное место. В данном случае показаны даже облачные сервера типа Dropbox. Таким образом, модуль, стоящий где-то, к нему не надо ходить или подсоединяться каким-то образом, чтобы забрать с него данные, вы просто заходите на Dropbox, хотя бы с вашего мобильного телефона, планшета, и вы видите, что происходило на этом модуле с данными. Unfortunately, there's no standard in all cloud services. So we use Dropbox to approve this technology. But if you have any own cloud services in your site or in customer site, you want Advantech to support it, then we can work together and add your function into the voice module that can support your cloud services. Поскольку нет единого стандартизованного подобного интерфейса по загрузке данных в облачные сервисы, мы реализовали стандартное это дело для Dropbox, чтобы можно было показать этому заказчику. Соответственно, если заказчика интересует подобная архитектура, мы готовы реализовать загрузку именно под сетевую инфраструктуру конкретного заказчика. Будет это какой-то другой облачный сервис, либо это просто какой-то внутренний сервер клиента. Данная фича реализована просто, чтобы показать, что модуль такой может. We have some customers have already used their mobile phone, have an app on a mobile phone here, that they access the data here to do some applications and services to the end users. It's a new technology and value added that can make your solution differentiate and new values to your customers. У нас есть примеры решений, когда конечный заказчик использует приложение в мобильном телефоне, которое получает данные с облачных серверов, соответственно, позволяют мониторить и наблюдать за данными просто практически из ничего, без каких-то особых серьезных вложений в инфраструктуру. Okay, as I talked about Advantech, we are paying a lot of attention on the software. Because in the IoT, you can just talk about the platform, the control and I/O. You need a software, and our software called Web Access. In a Web Access, actually, it's a package including 4 softwares: SCADA software, video surveillance software, device management software, and the sushi access. That's the multimedia software and the device management software, sushi access. Web Access позволяет использовать не только SCADA-функции, там через него же доступны функции работы с видеопотоками, функции с управлением исходящего мультимедиа каких-то изображений, а также функции наблюдения за удаленными устройствами через интерфейс UC Access. And actually, Web Access is not a new software. Actually, we acquired a company in US that they have developed in over 10 years. So that's some good record you can take a look. And those are key applications we have done on the Web Access. Вообще, история Web Access насчитывает около 10 лет. Перед вами краткие цифры по нашим внедрениям. Внизу вы видите, по каким секторам мы устанавливали, где есть примеры применения нашей системы. By the way, now it's a solution in Taiwanese company, not from the US company. So no problem to use it in Russia, right? Okay, so for Advantech, we have a Web Access that we are able to monitor all Advantech hardware status in Web Access. It's been fully integrated by Advantech. Web Access позволяет интегрировать наблюдение за всем вот этим вот оборудованием на единый интерфейс с тем, чтобы иметь одну точку доступа к мониторингу за этим оборудованием. And we also work with our solution partners based on the Advantech hardware and software to develop solution package in those different vertical markets. У нас есть партнеры, которые реализовывали пакеты, программные пакеты на базе Web Access для решения конкретных задач, которые вы видите на экране. So, thank you, and let's work together. Advantech with many products, and we can work together for many opportunities. Any questions? Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, можете задавать.
То есть то, что имеет отношение к интернету вещей, это веб-аксесс и все, из того, что мы видели, да? Можно я отдельно расскажу? Нет, вы про веб-аксесс будете рассказывать. Просто я не буду рассказывать только про веб-аксесс. Можно я не буду забегать вперед? Нет, хорошо. Какая серия модулей входов-выходов умеет общаться друг с другом напрямую? 6000-я серия. Ну, 60 на 60. Okay, thank you. Так, посмотрим, сколько у меня времени. Еще у меня есть. 40 минут на двоих. 40 минут на двоих. Ну, сколько надо реально? Ну, 20. Бегом. Окей. Есть. Так, господин Тайгер немножко меня отъел от тематики, частично он мне рассказал, поэтому посмотрим. Я тогда и пропущу часть информации. Значит, часть я побегусь с точки зрения теоретического подхода, еще раз поплотнее по 3600, частично я покажу его работу свою живую. Значит, о чем следует сразу упомянуть. На деле 3600 это не единственное устройство, это по большому счету все из двух устройств. Вот то, что у вас крутится вот перед глазами, это 3600C, который представляет из себя функциональную либо USB-шку, ну, оно же РТУ в английской аббревиатуре, либо контроллер. Вот. Есть еще устройство, называемое 3600A. Оно сейчас готовится к выходу, на деле у меня в офисе образец есть. Вести я его не стал, потому что визуально оно абсолютно точно такое же, у него немножко другой функционал, о котором я сейчас расскажу. Значит, что такое 3600C? Это Cortex A8, как в iPhone 5. Значит, это Linux с real-time патчем, соответственно, это реальное время. На корзинке, на борту присутствует 8 дифференциальных аналоговых ходов, 8 входов и 4 выхода транзисторных. Значит, сразу покажу отличие. На Ашке входа 16 штук и выхода релейные, 8 каналов. Значит, соответственно, 3600 он попроще. Малешка, у него недоступна его потроха наружу, то есть 3600 снаружи, с точки зрения функционирования системы, чем-то похож на ADAM 5000, потому что это фактически станция, ну, распределенной периферии чуть более умная, чем просто старая 5000. Значит, по поводу коммуникации здесь сказали, здесь 2 мини-PCI экспресс-слота, один длинный, один короткий. Используются они классически для